Привет! В этом видео я покажу, как сделать подобный эффект 3D-печати. Мы импортнем 3D-модельку в профильный софт, настроим форму и плотность заполнения, а затем экспортируем результат в виде сплайнов в Cinema для последующей анимации. Сделаем несложный риг 3D принтера в двух вариантах. Дам пару советов по рендеру, а еще расскажу, получилось ли у меня что-то напечатать. За технику 3D-печати спасибо Руслану. Забегайте к нему в телеграм-канал, передавайте привет. Итак, начнем. Для старта нам понадобится готовая 3D-модель в одном из подходящих форматов. Использовать можно не только STL-модели после CAD-программ, но и более привычные нам OBJ. Я собрал вот такую статуэтку в Volume Builder, на которой все и буду показывать. Форма более сложная, чем какой-нибудь кубик, и мне это пригодится для демонстрации. Но кубик мы тоже попробуем. Экспортим все в OBJ. Далее нам понадобится слайсер. Идем на сайт Ultimaker, скачиваем софт для 3D-печати Cura под свою систему, устанавливаем и открываем. Нас встречает окно первичной настройки. Соглашаемся. Далее скипаем вход в аккаунт, выбираем Ultimaker принтер, добавить локальный принтер и переходим на неподключенные принтеры. Я оставляю первый, отличаются они для нашей задачи только своим размером. Скипаем. Ориентация здесь такая. Правая кнопка мыши отвечает за поворот камеры, зажатие колеса мыши за ее перемещение, а поворот колеса за приближение. Давайте сразу импортируем модельку. Это можно сделать как через файл Open File, так и переносом из проводника. Загружать можно несколько моделек в одну сцену, поэтому кроме статуэтки я загружу еще и кубик для демонстрации некоторых настроек. Мои модели импортировались в маленьком масштабе, и сейчас мы это исправим. Нажимаем на модель. Сбоку появляется окно с инструментами. Привычными нам это перемещение, это изменение масштаба, это поворот. Поэтому я беру каждую из моделек, увеличиваю по размеру и поворачиваю как нужно. Давайте сделаем первый тестовый слайс. В этой части у нас находятся все необходимые настройки. Я переключу Resolution на Extra Fast и нажму слайс. Слайс подготовился, но для просмотра нам нужно перейти в окно превью. Настройки можно закрыть. Приблизившись, можно увидеть детализацию. А с помощью данного слайдера мы можем увидеть послойную работу принтера и наполнение моделей. Так как далее мы будем переносить информацию из этого приложения в виде сплайнов, то нам необходимо оптимизировать количество сегментов, чем мы сейчас и займемся. Открываем панель с настройками и переходим в кастомный режим. Все настройки, которые далее будут обсуждаться, индивидуальные для каждого случая. Я просто показываю функционал, а вы уже отталкиваетесь от своих моделей и задач. Первый параметр Quality влияет на высоту слоя. Стоковое значение слишком маленькое, поэтому нам нужно его увеличить. Но перед этим обратите внимание на количество слоев. Наша задача их уменьшить. Итак, давайте я поставлю 1 мм и снова нажму слайс. Уменьшилось как количество слоев, так и общая детализация моделек по высоте. Здесь же рекомендую обратить внимание на форму слоев. В моем случае они вытянуты вертикально, если посмотреть на оранжевый слой, например. Мне бы хотелось, чтобы они имели более округлую форму, поэтому в будущем я буду уменьшать размер модельки. Соответственно, форма слоя регулируется соотношением высоты слоя к размеру модельки. У меня получилось 179 слоев. На самом деле можно немножко побольше, поэтому я меняю размер на более маленький и нажимаю слайс. Диапазон от 200 до 300 слоев я считаю оптимальным, но все зависит от задачи и детализации объекта. Следующий параметр Walls, то есть стенки. Он регулирует количество стенок. Если мы приблизимся к моделькам и посмотрим на их стенки, то красным показывается первый слой, а зеленым показывается второй слой. Так вот, зеленый можно убрать. Если поставить однерочку и еще раз нажать на слайс, то на одну стенку станет меньше. Можно попробовать вообще убрать стенки. Получится такая структура, тоже интересная.
Я бы оставил только один внешний слой для оптимизации, но поверхности, находящиеся под углом, в них появляются просветы, поэтому для более плотной структуры я верну второй слой. Следующий пункт – топ и ботtom. Соответственно, верх и низ. На схеме они изображены желтым цветом. Влияет на плотность слоя горизонтальных поверхностей. На примере кубика покажу. Это его крыша и это дно кубика. Можно увидеть, что слоев 5. Это первый, 2, 3, 4, 5. И это довольно плотная структура. Причем такие слои добавляются не только к полностью горизонтальным поверхностям, но и к поверхностям под углом. Думаю, что для моей статуэтки это слишком плотная структура. Она будет выдавать огромное количество точек. Так что предлагаю уменьшить количество таких слоев с 5 до 1. Такой результат получается. Далее идет пункт Infill. Это само наполнение моделей. На схеме он выполнен в оранжевом цвете. Мы можем определить заполнение формы в процентах, а также выбрать форму этого заполнения. По самим формам я сейчас покажу небольшую демонстрацию заполнения на примере кубика. Заполнение здесь примерно на уровне 3% от объема куба. С большими значениями становится гораздо сложнее работать из-за нагрузки на систему. Довольно интересно выглядит Geroid, а еще по-особенному отрабатывает Lightning. Он добавляет дополнительные поддержки ближе к верхним горизонтальным поверхностям. Это видно по крыше кубика, а также по всему наполнению статуэтки, где есть наклонные поверхности. Я выберу Geroid, а наполнение оставлю на уровне 4%. Пропускаем часть пунктов и переходим к опции Support. С помощью нее можно сгенерировать поддержки для модели. Выглядят они вот таким образом. Как мы видим, для кубика эти поддержки не понадобились, а для статуэтки программа определила вот такую форму и такое количество. Мне для выполнения нашей задачи кажется, что эти поддержки можно убрать, но кому-нибудь этот вид может показаться интересным. Я отключу. Переходим к последнему интересующему нас пункту Build Plate. Это поддержка основания, выполнена голубым цветом. Я думаю, что она тоже лишняя, так что переключив ее тип на None, мы ее уберем. Думаю, что с оптимизацией мы закончили. Я перейду в окно подготовки, удалю куб, выберу статуэтку и помещу ее на серединку. Мне все еще кажется, что каждый слой вытянут слишком сильно в вертикаль. Я хочу более округлую форму, поэтому я еще посижу над параметрами, чтобы добиться нужного результата. В итоге я поставил высоту слоя в полмиллиметра, высоту статуэтки на 88 мм, а наполнение на 5%. Есть еще один момент, который нужно заранее показать. В пункте Preview в отделе с цветовыми схемами можно включить пункт Travels, и у нас появятся лишние линии. Насколько я понимаю, это траектория движения головки самого принтера без процесса печати, и эта информация также будет экспортирована с общим массивом в виде сплайнов. От этого мы позднее будем избавляться. После всех настроек и финального слайса сохраняем результат Save to Disk. Выбираем формат. STL и OBJ нам не подойдут, потому что программа просто отдаст то же самое, что мы в нее импортировали, но триангулирует. Поэтому, чтобы в результате получить сплайны, выбираем формат G-Code. Сохраняем. Далее необходимо конвертировать G-Code в OBJ. Я перепробовал несколько разных конвертеров и оставлю ссылку на тот, что работает наиболее предсказуемо. Кидаем сюда файл G-Code. Можем наблюдать модельку с лишними сплайнами, о которых я предупреждал. Крутим вниз и сохраняем в OBJ. Импортируем модель в нашу сцену. Небольшой типс. Если вы не хотите залазить в Merge Project, чтобы моделька сразу добавилась в вашу сцену, и не хотите создавать также новую сцену, перетаскивая объект в поле Cinema, то с зажатым шифтом моделька импортируется сразу в вашу сцену. Импортировалась она в большом масштабе и перевернутая, а еще и с лишними сплайнами. Давайте с этим разбираться. Вытащим модельку
наружу, сами сплайны. Удалим лишнее. Перевернем. У сплайна по одной из осей поворот на 90 градусов. Давайте его вернем обратно. Теперь сплайн нужно отцентрировать. Добавляем Geometry Axis. По Y ставим минус 100%. Я пока скрою нашу модельку основную. И мы посмотрим сбоку на сам сплайн. Мы видим, что он у нас послойный и есть соединение. Давайте включим модельку предыдущую. К нашему сплайну применим трансформацию. Переименуем. И уменьшим по размеру. Я постараюсь подогнать под оригинальную модельку. Это не обязательно, это я делаю чисто для себя. Отключаю оригинальную модель, и нам нужно оценить наш сплайн. Сразу можем увидеть, что у нас 300 тысяч точек, но приблизившись и переместив хотя бы одну из них, мы увидим, что это разные сегменты. Их видно и по цвету, они начинаются с белого, заканчиваются синим, и так каждый сплайн. Соответственно, точек у нас в 2 раза больше, чем нам нужно. Это будет влиять на производительность. Объединить их в рамках синемы у меня не получилось, потому что Optimize не соединяет разные сегменты, то есть количество точек радикально не меняется. Tracer отдаст такой же результат, как и функция Join Segment. Она создаст лишние соединения, которые нам не нужны. Я отменяю это действие. А генератор Connect просто вешает систему, и Cinema зависает намертво из-за такого количества точек. Поэтому уменьшение количества точек лучше сделать в Houdini. Однако это будет опциональный сегмент в конце ролика. Мы пойдем по более простому пути, но тем не менее, если у вас есть Houdini, я советую этот этап не пропускать. Поэтому работаем с тем сплайном, который мы импортировали, и давайте начинать настройку. Я создаю MoSpline. Меняю у него режим на Spline, Display Mode сразу ставлю на Line, и в окошке Spline помещаю наш основной сплайн и его скрываю, оригинальный. Теперь с помощью ползунка End мы можем регулировать заполнение сплайна. Можно обратить внимание на то, что после заполнения всей фигуры у нас появляются те самые лишние сплайны. Нам необходимо определить, на каком проценте они появляются, чтобы до них не доходить. Как это можно сделать? Мы до конца двигаем End и начинаем двигать старт. Тем самым мы сейчас уберем всю нашу фигуру и посмотрим на те лишние области и где они начинаются. Я дохожу до верха, хочу приблизиться. Теперь с зажатым Альтом я уменьшаю скорость повышения этих процентов, и мне нужно дойти до области, где исчезнут последние полезные для меня сплайны. Примерно на этих процентах 93,61, 93,61. Давайте посмотрим, что у нас на этих процентах снизу. Я не вижу, чтобы что-то появлялось, поэтому мы оставим 93,61, и нам бы запомнить это число, поэтому я создам аннотацию, убираю ее из viewport, здесь пишу end 93,61. В следующий раз, когда я буду производить анимацию, я в последнее число вставлю это число, и по итогу у меня будет чистый сплайн без лишних элементов. Теперь нам необходимо добавить толщину. Первое, что может прийти в голову, это sweep. Давайте покажу, почему он нам не подходит. Нахожу sweep, делаем круг, уменьшаю количество сегментов, добавляю MoSpline, и можно обратить внимание, что сегменты у нас разделены, поэтому объединение у сплайнов и в частности у свипа не происходит. Поэтому объединять мы будем другим способом. Я убираю MoSpline, удаляю sweep, и делать мы это будем через Extrude. Кладу MoSpline в Extrude. В Extrude ставим ось Y, ставим высоту, на которой наши слои не будут пересекать друг друга. 0,1. Очень близко, можно чуть-чуть больше, 0,11. Практически достают друг до друга, можно еще чуть-чуть накинуть, пересекают. Давайте сбавлю еще чуть-чуть. Отлично. Далее мы можем все это дело объединить через Connect. Находим Connect генератор. В поле Tolerance для параметра Weld мы ставим
наименьшее значение, чтобы у нас соединялись только точки, которые находятся прям очень близко друг к другу, и кладем в экструд. Результатом становится то, что у нас сшивается геометрия. Далее толщину можно добавить с помощью генератора толщины. Кладем Connect в толщину, уменьшаем параметр толщины до наименьшего значения, чтобы у нас не было пересечений соседних сплайнов. Я вижу пересечения, поэтому нам нужно уменьшать этот параметр. 0,9, еще меньше. 0,8. Мы очень близко. Примерно так. То есть часть сплайнов все равно еще могут заходить друг на друга, вернее часть геометрии. Поэтому здесь уже нужно отталкиваться от формы, которая у вас получилась. Давайте проверим заполнение. Переходим в MoSpline. Давайте перетащим, в принципе, ползунок заполнения в наш viewport. Указываем параметр «Показывать всегда». И мы видим, что у нас все работает. Я вижу проблему с шейдингом. Она решается изменением point тега. Во-первых, мы его переносим на самый верх иерархии. Убираем Use Edge Breaks и меняем режим шейдинга. Нужно перебрать варианты, но нужно учитывать, что у нас в данном случае геометрия под 90 градусов. То есть у нас в вертикали, горизонталь, между ними 90 градусов. Соответственно, нам нужен 91 градус. А вот теперь можно перебирать режимы. Плюс-минус этот режим шейдинга нам подходит. Однако, если вы хотите улучшить шейдинг, то всегда можно скруглить сплайны. Это увеличит нагрузку на систему. Однако для финального рендера этот параметр можно включить. В своем примере я так и сделал. Поэтому я создаю Bevel Deformer, кладу его вверх иерархии. Давайте я уменьшу значение MoSpline к меньшим процентам. И мы подберем параметр для деформера Bevel. 0,1. Еще меньше. Еще меньше. Мы рядом. 0. 0,3. Примерно так. Форма слоя уже имеет более округлую форму. Я бы остановился на этом варианте. Во время настройки сцены и анимации я рекомендую отключать дополнительные деформеры, поэтому Bevel мы пока что отключим, чтобы у нас было общее представление о финальном виде, но не сильно нагружалась система. И еще в некоторые моменты генератор толщины может выдавать подобный результат, когда геометрия сама себя пересекает. В таком случае можно переключить режим генератора на Advanced. Это увеличивает потребление ресурсов, поэтому опять же для настройки можно оставить в Basic, но перед тем, как делать финальный рендер, перейти на Advanced. Я пока что оставлю Basic. Далее нам необходимо собрать базовый риг принтера. Мы выключаем генераторы все, кроме MoSpline. Я немножко уберу его длину. Создаем трейсер. Он у нас объединит все элементы MoSpline и создаст между ними переходы. Кладу MoSpline Tracer, меняю режим на Connect Elements и пока что отключаю MoSpline. Мы видим, что у нас появились дополнительные сегменты, по которым будет двигаться голова. Я переименую Tracer в Tracer Connect, чтобы не потерять. Создаю 0. Давайте сразу сделаем 0 формы локатор. Уменьшим размер, поменяем цвет. Я назову его Head, повешу на него тег Align to Spline, добавлю Spline Path наш трейсер, доведу Position до 100%, и мы можем проследить, как он наследует конец сплайна. Однако можно обратить внимание, что он немножко отстает. Почему это происходит? Потому что мы цепляем наш 0 через тег с приоритетом Expression после генератора Tracer. Expression идет до генераторов, поэтому нам приоритет нужно поменять на генератор. Теперь отставания не будет. Для визуализации дальше я буду использовать примитивы, поэтому внутрь головы я добавляю конус, уменьшаю его размер, меняю ориентацию, немножко поднимаю, перекрашу, уменьшу радиус. Посмотрим, как это выглядит с толщиной. Отлично. Пока что отключу толщину. Давайте добавим платформу сверху, совсем небольшую. Теперь давайте настроим направляющие. Создаю цилиндр, уменьшаю его радиус, меняю ориентацию,
Размещаю его в центре сцены. Далее применяем к цилиндру Constraint Tag в режиме Transform. И теперь нам нужно определиться, какие параметры он будет копировать. Мы точно убираем поворот, оставляем позицию, но во вкладке Constraint нам нужно убрать все лишние параметры. Мы знаем, что у нас объект точно будет перемещаться по оси Y. Мы ее оставляем. Мы знаем, что он будет перемещаться по оси X. Мы ее оставляем. Значит, мы убираем ось Z. В Target мы помещаем голову. Наш цилиндр переместился ниже. В офсете мы можем его пододвинуть выше. Еще раз смотрим. Цилиндр по-прежнему занимает центр сцены по оси Z. Также необходимо не забывать про приоритеты. Ставим генератор. Давайте посмотрим, как это работает. Давайте посмотрим на виде сверху, двигается ли у нас объект по оси Z. Отлично. Далее я добавлю еще одну направляющую, но голова у каждого принтера выглядит по-разному, направляющие расположены по-разному, поэтому вам главное нужно понять принцип работы констрейнта и выбора осей, а дальше все уже зависит от вашей задачи. Я дублирую цилиндр и меняю оси, по которым он будет крепиться. X на Z. И ориентацию самого цилиндра мне нужно поменять. Далее по координатам, по X мне нужен на 0. Смотрим сверху на результат. В итоге у каждого из цилиндров заблокирована одна из осей. При этом две другие оси работают и повторяют движение закрепленного 0 к нашему сплайну. Чтобы не запутаться, не забываем переименовывать все. Далее нам необходимо создать гибкие трубки, которые идут кверху головы, поэтому создаем Matrix Object, Mod Object, выбираем наш трейсер. Число ставим 1, уменьшим кубик, подвинем его до конца сплайна и выключим функцию Loop. Таким образом, кубик у нас перешел в конец сплайна, там же, где и конус. Я уберу его поворот, перекрашу и еще немного уменьшу. Давайте создадим новый 0 для наших трубок. Положим матрицу внутрь, создадим 0 Tube 1. Попробуем сделать две трубки. Назову матрицу T1. Она пропала. Бывает. Дублирую. Называю ее T2. Давайте первую подвинем выше. Вторую подвинем еще выше. Далее поднимем MOSPLINE до самого верха. Мы записывали число. Вставляем сюда его. Мы на самом верху. Создаем новый 0. Визуализацию ставим как сферу, поменьше. Тоже я ее крашу в розовый цвет. Называю ее T3. Ставлю выше. И дублирую. Давайте еще уменьшим размер. 0,5. T3. T4. T5. Далее я создаю трейсер. Кладу рядом с нулями. И мы кладем матрицу первую, матрицу вторую и наши новые нули. И объединяем их, меняя Tracing Mode на Connect All Objects. Какой результат мы получили? У нас есть две матрицы, прикрепленные к голове, и есть три ноля, которые в статичном положении. Если у нас анимируется MOSPLINE, то мы наблюдаем вот такую картину. Сплайны прямые. Мы меняем тип сплайна в трейсере на Bspline и интерполяцию ставим на Uniform.
Теперь мы можем свободно двигать ноли, чтобы менять форму нашей трубки. Отлично. Теперь мы создаем свип, кладем в него трейсер, создаем круг, кладем внутрь, уменьшаем радиус. Еще. Смотрим на полигонаж. У круга можно убрать полигоны для оптимизации, но нарастить их на сплайне, который выдает трейсер. Я поставлю 16. Отлично. Давайте сделаем вторую такую же трубку. Я перемещу ноли по двум осям. И матрицу тоже можно переместить. Давайте переместим матрицу у первого в другую сторону. Смотрим на результат. Естественно, я показываю все на примитивах. У вас же может быть своя моделька, которая отрабатывает ваши нужды. Единственный совет, который дам по гибким трубкам: чем меньше точек вы используете, тем более плавный сплайн вы получите. Поэтому, возможно, есть смысл удалить вот эти точки, оставить эти и вытянуть их ближе сюда. Поэтому избавляйтесь от лишних точек, которые регулируют форму вашей гибкой трубки. Она все-таки подвижная довольно-таки сильно, и если вы добавите слишком много нулей, то движения будут неестественные. С первым ригом мы закончили. Для визуализации данного проекта я купил модельку 3D принтера по совместительству точно такого же, который мы выбирали в настройках Cura. И его особенность в том, что его голова стоит на месте, а платформа едет вниз, когда печатает фигурку. Выглядит это вот таким образом, и поэтому сейчас мы с вами соберем еще и вот такой риг, вернее видоизменим первый, чтобы он работал именно так, чтобы фигурка печаталась, но при этом она вместе с платформой ехала вниз, а голова двигалась по двум осям, но при этом стояла на месте по координате Y. В своем сетапе для опускания платформы я использовал ноду MatchSize от Доминика Рукли. Он подготовил ноду, которая частично повторяет функционал ноды MatchSize из Houdini. Рекомендую посетить его канал. Он подготовил огромное количество очень крутых нод для Cinema, но мы с вами пойдем более простым путем. Для изменения направления печати нам нужно будет сделать пару несложных манипуляций. Во-первых, давайте мы закончим процесс печати на сохраненных процентах, то есть доведем до верха. Далее в MoSpline мы положим Geometry Axis. Минус 100% поменяем на 100%. Переключимся на вид сбоку и поднимем нашу фигуру до головы принтера с помощью офсета. 30. Давайте поставим ее прямо на дно. Примерно так. Мы уже можем видеть, что голова стоит на месте. Давайте посмотрим сбоку, насколько это корректно. Приблизимся к голове и посмотрим на направляющие. Да, она действительно стоит на месте. Поэтому я даже не вижу смысла у наших направляющих убирать ось Y, потому что нода Geometry Axis в принципе все делает за нас. Далее нам нужна платформа. Чтобы сделать платформу, мы сделаем следующее. Давайте мы также доведем до конца наш MoSpline. Это не обязательно, но так будет проще от нуля координат выстраивать нашу платформу. Я копирую голову, удаляю из нее все внутри, переименовываю bottom,
процент Align to Spline убираем на 0. Таким образом у нас появляется 0 около 0 координат по координате Y. И мы видим, что этот 0 передвигается вместе со всей фигурой. Далее нам остается всего лишь создать платформу. И положить ее внутрь bottom. Таким образом мы получаем риг, который работает в обратную сторону. То есть он начинает печать сверху, а платформа вместе с фигурой едет вниз. Давайте визуализируем все это с толщиной. Нагрузка на систему повышается, и мы видим, что кадров в секунду стало меньше, но для итогового рендера это не особо важно. Главное, что вся схема работает. Окей. В принципе, с основным сетапом мы закончили. Все основные моменты рассмотрели, так что я надеюсь, что этот урок оказался вам полезен, и вы узнали сегодня что-то новое. Еще дам пару советов по рендеру всей этой штуки. Первое. Материалов, из которых печатаются 3D-модели, огромное множество, но толщина стенок итоговых моделей, как правило, небольшая. Соответственно, некоторые виды пластика могут просвечиваться. Поэтому советую поиграть с параметром Subsurface Scattering при настройке материала модели. Покажу разницу на своем рендере. До, после, до, после. И второе, это Motion Blur. Если анимация 3D-печати у вас ускоренная, как у меня, то за 1 секунду головка принтера множество раз меняет свою траекторию. При этом траектория довольно сложная. Однако в стоковых настройках, например у Redshift, 2 шага трансформации. Рекомендую увеличить их. Я сделал пару тестов, и вот так выглядят стандартные 2 шага, 4, 6, 8 и 10. Не пропускайте этот параметр. Еще у нас в сцене есть гибкие трубки. В отличие от головки принтера, которая смещается по позиции и проблем с motion blur у нее нет, у трубок размытия не будет, так как они стоят на месте. Обратите внимание на якорную точку. Вместо этого внутри объекта трубок двигаются точки, поэтому, чтобы включить размытие для трубок, активируем Deformation Blur. Это необходимо делать, если точки вашего объекта меняют положение под воздействием деформеров или генераторов, как в нашем случае. Но проблемы могут возникнуть с объектами, у которых нестабильная топология. 3D-модель, которую мы печатаем, в процессе печати будет наращивать количество своих точек с каждым кадром. Redshift это не понравится, и он будет ругаться. Все равно рендерить, но затрачивать время на просчет этой проблемы. Так что нам необходимо принудительно отключить Deformation Blur для этого объекта. Вешаем на него тег RSObject, во вкладке Motion Blur включаем Override и в выпадающем меню Motion Blur ставим на только Transformation. Размытие по деформации теперь на этот объект не применяется. Для этого параметра количество шагов так же важно, как и для шагов трансформации. Я для финального рендера ставил 9 в обоих пунктах. И еще рассмотрим, как оптимизировать сплайн с помощью Houdini. Первое, что нам нужно, это параметр End в MoSpline выкрутить до финального значения, до момента, когда у нас появляются лишние сплайны. Давайте я отключу трейсер, и мы посмотрим только на MoSpline. Отлично. Применяем его позицию через Current State to Object. Я забираю это в новую сцену. И все это дело мы экспортируем в Alembic. Почему не в другие форматы? У меня не получилось экспортировать массив сплайнов таким образом, чтобы Houdini их корректно принял. Поэтому Alembic в моем случае справляется лучше всего. Единственное, в настройках нужно указать сплайны. По дефолту эта опция отключена, и файл будет пустой. Также я скидываю количество кадров на 0. Это не особо на что-то влияет, у нас статика. Сохраняем. Далее в Houdini создаем геометрию. Внутри нее создаем Alembic. Помещаем наш файл в поле FileName. И мы видим, что сплайны импортировались. Я создам 0, чтобы мы видели статистику нашей геометрии. Давайте я ее выведу и закреплю в этой части. Мы видим, что у нас одна точка, один примитив и одна вершина, что не совсем корректно. Поэтому в параметре ноды Alembic нам нужно выставить load s на npec Alembic Delayed Load Primitives. И мы сразу увидим, что у нас количество точек 271 тысяча, примитивов в 2 раза меньше и вершин так же, как точек. Применяем ноду Fuse.
Небольшая вставка с монтажного стола. Не забывайте уменьшать параметр Snap Distance, если размер вашей модели маленький, для того, чтобы не сшивались лишние точки. И можем увидеть, что у нас количество точек уменьшилось в 2 раза, однако количество вершин осталось прежним. И если мы приблизимся и после ноды Fuse попробуем изменить позицию какой-либо точки, точки вроде бы соединены, однако при экспорте такого состояния в синему они по-прежнему будут разъединены. Я удалю изменение позиции. И нам необходимо также уменьшить количество вершин. Это мы сделаем с помощью ноды Join. Применяем ее после ноды Fuse. Мы видим, что у нас сшились некоторые сегменты. Это не тот эффект, который нам нужен. Тем более у нас появился один примитив. В итоге это все один единый сплайн. Мы отмечаем чекбокс Only Connected. И сталкиваемся с проблемой, что у нас появились полигоны. Логика в Houdini такая, что замыкание закрытых сплайнов превращает их в полигоны. Поэтому сейчас нам нужно будет конвертировать полигоны в сплайны. Делается это при помощи ноды Curve from Edges. Полигоны пропали, появились сплайны, и предлагаю обратить внимание на статистику. Количество точек уменьшилось практически в 2 раза от нашего изначального значения. Количество примитивов – это количество соединенных сплайнов, и количество вершин практически соответствует количеству точек. С этим уже можно работать, поэтому результат нашего ноля мы экспортируем в OBJ. Импортируем наш оптимизированный сплайн из Houdini. Вытаскиваю его из иерархии. Выключим пока что MoSpline и видим, что наш новый сплайн совпадает по позиции. Я его переименую. И все, что нам нужно, это заменить в MoSpline параметр SourceSpline на новый. Все зависимости обновятся. Я скрою сплайн из Houdini, включу MoSpline, и мы увидим, что rig 3D принтера работает. Ничего не поломалось. Но при этом количество точек уменьшилось значительно. Это мы можем увидеть, включив режим точек и выделив наш стандартный сплайн с количеством точек 290 тысяч и выделив новый сплайн с количеством точек 138 тысяч, что скажется на быстродействии нашего сетапа при включении толщины. Теперь мы даже можем попробовать вместо нашего сетапа попробовать свип. И он выглядит довольно хорошо. До момента, когда мы увидим вот такие сегменты. Потому что Houdini разделил замкнутые сплайны в самом конце, и по итогу они не соединены. Так что, если вы показываете модель только спереди и заднюю часть не видно, то можно воспользоваться свипом. Однако я в своем примере делал через наш основной сетап. И также не забываем для улучшения шейдинга включать Bevel. Bevel очень сильно влияет на нагрузку системы в данном случае, однако результат будет гораздо лучше. И также не забываем, что у нас могут случаться баги из-за генератора толщины, так что его лучше переключать в режим Advanced. Как мы видим, все пропало. Все баги исчезли, и мы видим финальную структуру. Пиксели пикселями, а до меня добралась действительно напечатанная статуэтка. Эта модель печаталась на матричном 3D принтере, и вот послойная визуализация в слайсере этого принтера. Для моей статуэтки необходимы были вот такие поддержки, а печать на таких принтерах выглядит как самая настоящая магия. Теперь у меня есть не только цифровая, но и физическая копия модели для этого урока. За что спасибо Сереге Серджикасу, который ее напечатал. Забегайте к нему на канал, порадуйте старика. Вот теперь точно все. Надеюсь, данный материал оказался вам полезен. Залетайте ко мне в телеграм-канал. Пишу не особо часто, про графику и не только. Модельку статуэтки для ваших тестов оставлю в комментариях под постом с этим роликом. Пока!